Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю вам рассмотреть главную тайну крови, а именно энергоновую систему крови и души человека. Дело в том, что раньше это знали все и каждый. Это было основой народной культуры, что позволяло избегать множества проблем, которые невозможно решить ни за какие деньги, а приходится решать многими поколениями целого рода и отражается на всех 7 поколениях последующего рода. Поэтому это все знали, это необходимо знать, жизненно важно для каждого, чтобы понимать, кто я, где я и что я делаю, к чему это приведет, к каким последствиям, не только для человека, но для его рода, то есть для всех 7 поколений в будущем. Поэтому энергон – это система образа, а энергоновая система крови – это то, что передает образную структуру живого существа. То есть не только человека, но и дерева, животного и так далее. То есть она несет образную информацию. Энергон одновременно является и каналом связи, антенной. То есть этот образ, она фактически же голограмма. Можно объяснить как ГО – это небесное движение. Ло – это людского образа, а грамм материи, то есть минимальная мера материального мира. То есть это фактически голограмма, которая ничего не весит, но связывает людские образы со всем мирозданием. Перед вами этот энергон, он имеет божественную структуру, то есть это связь с божественными высшими сферами материи и всего мироздания. Он хоть и будет изображен в виде круга, который вписан в плоскость, то есть это принцип квадратуры круга, принципа построения всего в мироздании, в первую очередь, и энергона в том числе. Но на самом деле вы должны понимать, что это объемная форма шара, вписанная в куб. Дело в том, что, как вы понимаете, для каждого человека и животного есть своя энергоновая структура. Если мы рассматриваем белого человека, то это структура 4 на 4, он же солнечный квадрат, где в каждом ряду имеется 34 сумма, то есть это как раз 34 дня оборот солнечных полюсов. Для того, чтобы вы поняли, что белый, он же Бог есть любовь, светлый человек, это действительно человек, который свою образную структуру энергонов получил от света. И не только от света солнца, но и от первозданного света. Именно поэтому она у белых людей 16-канальная. То есть вот эта приемная антенна души перед вами, она же магический солнечный квадрат. В ней 8 каналов мужских, а 8 женских. Женские отмечены буквой Х. Все это позволяет нам показать более-менее полную чакровую систему человека, когда есть 9 чакр, за которые отвечает сам человек, за развитие, а есть 7 чакровых зон предков. То есть это связь с предками. То есть человек это не что-то обособленное одно, ни с кем не связано, это целая структура, где есть вы сами, плюс ваша основа, это 7 чакровых зон предков или 7 поколений. То есть это и есть ваш род. И вы из него состоите. Мы пока не будем трогать руки, потому что руки это будущее. Мы рассматриваем то, что было в прошлом, то, что есть сейчас. Именно поэтому я вам показывал часто эту табличку гармоничных измерений. Мы пришли из мира легов. Он имеет 16 измерений. А леги это просто сокращение от люди-гиганты. То есть то, что я вам показывал в предыдущих видео, как раз эти люди-гиганты, это они же сурьи, то есть жители Солнца, они же в обратном прочтении русы, потому что мы читаем слева направо, понимаем справа налево. Но, я думаю, мы рассмотрим отдельно, потому что раньше эти согласующие символы никто не писал. Писали просто СР, РС. Поэтому это то же самое, что раса. То есть белый цвет, то есть белый, чистый. Ра – это первозданный свет, а С – это свет Солнца. То есть те, кто пришли из высших миров, в том числе и через наше Солнце. Кто не видел это видео, ссылки будут, как всегда, в описании на все материалы, которые используются для создания этого видео. В том числе и на видео, где цивилизация на Солнце. 50-метровые асуры русы. Этот первозданный свет, который идет и от нашего Солнца, он именуется как Ха, положительная сила. Но Солнце является и отражателем Ра, первозданного цвета. И поэтому у славян весь принцип мироздания был построен по принципу Рамха.
где Ра – это первозданный свет. Он обычно писался как вот красной стрелочкой показано, очень похоже на символ расы, или R с плюсиком. М – это материя, которая образовывает этот первозданный свет, этот поток нейтрино, изначальный поток. А потом уже образуется Х, положительная сила света, которая идет из материи. То есть это Солнце, светила различные. Все вместе это читается как сияющих миров созидательная сила, которая идет и свыше, которая находится и в Солнце в том числе. Ну, в том числе и во внутреннем Солнце нашей материальной планеты, как наша Земля. Давайте послушаем, почему эта вся система так построена. Я всем рекомендую перейти на авторский канал Валерий и послушать живой разговор с Чудиновым. Я здесь приведу только минуточку для того, чтобы вы поняли, о чем речь. Дело в том, что в XVIII веке решили напрочь отказаться от религии. И вместе с религией выбросили весь тонкий мир. Но, как выясняется, если вы заключаете в любую капсулу зародыш чего угодно, хоть стрекозы, или хоть червяка, или человека, или кого угодно, то сам по себе зародыш, экранированный от влияния тонкого мира, не развивается, он начинает загнивать. То есть это необходимость? Это необходимо. И когда подсчитали, то выяснили, для построения организма то, что дает ДНК, это примерно 1 десятимиллионная часть той информации, которая нужна для организма. Не 1/10, не 1%, а 1 десятимиллионная. Вы представляете? Это вообще пыль. 10 в минус 5 степени. Удивительно. Вот. И мы отказались, вернее, наука отказалась от исследования тонкого мира. То есть наука отказалась от того, что и составляет, вообще говоря, основу мироздания. Алатырь-камень – это чакровая система человека, но и она же структура души человека. То есть 8 каналов мужских, 8 каналов женских. То есть она же энергоновая структура, которая принимает сигнал из космоса для того, чтобы обеспечить нам жизнь и связь с высшими сферами. Как я уже показывал, Алатырь-камень находится в районе солнечного сплетения. Опять же, солнечное сплетение, связь со светом. Вот эта красная стрелка показана на этой схеме. Благодаря ему и разворачивается вся наша чакровая система потенциальная. И благодаря ему же происходит связь, вот эта белая стрелка, с высшими мирами. Происходит она с нашей стороны это через родник. Опять же, связь с родом. А сверху это для нас светоч из прави. Этот светоч, как раз вот обратите внимание, синяя стрелка передает к нам поток Ра. То есть первозданного света. И все информации, которая нам нужна для того, чтобы жить. А как вы поняли, информация для жизни, как раз для обеспечения нашего функционирования, идет в этом первозданном свете. Мы еще много раз на этом остановимся. Сейчас предлагаю продолжить. Хотел бы обратить напоследок внимание, что этот поток идет нам через родник постоянно, а вот обратный канал связи мы должны только открыть. То есть многие говорят, наши боги нас бросили. Они не могут нас бросить. Благодаря им мы и живем на этой земле, а вот мы про них действительно забыли. То есть мы забыли про высшие сферы. Мы не можем выйти через родник. А почему это происходит? Если вам будет интересно, я покажу в следующих видео. Для этого ставьте свои комментарии, лайки, тогда я пойму, что мы движемся в правильном направлении. И YouTube такие видео не будет удалять. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Synthesit. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованием известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген. Отличные препараты для профилактики проблем с суставами. Все эти продукты можно купить на сайте Synthesit или на маркетплейсах. Поэтому славяне дети дочь Бога, внуки Сварога, правнуки Вышня. То есть мы пришли из высших сфер, воспринимаем информацию из высших сфер, в том числе и от центра галактики Сварога, и от Солнца дочь Бога. И поэтому это наша духовная стезя для развития, возвращения в высшие духовные миры.
Но если брать именно северный полюс мироздания, то для нас это является полярная звезда. Я уже показывал в предыдущих видео, как это работает. Вот вам эта фотография. То есть мы воспринимаем не только свет звезд и светил, где центром является полярная звезда и все другие, как принцип Х, но и принцип Ра. То есть мы не видим этот первозданный цвет, но он есть. Причем он сплошной поток. Хотя он несет всю информацию не только о мироздании, но и для каждого живого существа, для того, чтобы он нормально жил и развивался. Если есть проблемы в развитиях, то как раз есть проблемы с приемом, переработкой, обработкой этого сигнала в первую очередь. Именно поэтому у нас Сворожий круг разделен на 16. Именно поэтому 16-й чертог – это чертог расы, он же Тарх, он же символ расы, он же символ Ра, первозданного цвета. А его противоположный, он же символ рода, 2 стрелочки, то есть 8 мужских, 8 женских каналов. Как я вот другой красной стрелочкой показал. Опять же, это энергоновая структура крови и души нашей. Все это, конечно, раньше работало более эффективно благодаря храмам. Как вы видите, вот фотография слева храма, справа наш энергетический крест. То есть это та же чакровая система, 9. Бывают храмы с большим количеством куполов. Они для разных целей, но опять же вы понимаете, что это приемная антенна как раз для приема ИХ положительной энергетики, и ТХ, то есть энергетики Земли. То есть это работа с энергиями. Гармонизация энергии, прочистка каналов, развитие каналов. То есть решение всех проблем и ограждение нас от негативных вибраций. Так эта система должна работать и работала в прошлом. То есть это система приема энергии, информации из высших сфер, которая приходила на наши мегалиты, которая с мегалитов передавалась на храмы, и все эти храмы и мегалиты были связаны с внутренним солнцем, то есть растущим кристаллом. Все это создавало единую структуру, то есть это нас и защищало энергетически, и улучшало прием, передачу и связь с высшими сферами, в том числе и с высшим разумом. Сейчас это, конечно, так не работает. Если когда-то захотите, посмотрим, как она должна работать на самом деле. Но давайте вернемся к видимому свету. Потому что если взять всю известную гамму излучений и выстроить ее в линеечку, а это будет примерно 2000 километров, то видимый свет займет примерно 1 метр. То есть мы фактически не видим всех этих излучений, а они есть. А то, что мы видим, тоже очень интересно. Зачем я это затронул? Обратите внимание, если белый свет направить на пирамидочку, то он начнет раскладываться. И получится, что белый свет состоит из множества цветов, которые входят в него, при этом не перемешиваются. Это очень важно. Поэтому изначально стоит черный цвет. Это не отсутствие цвета, а именно те цвета, те излучения, которые мы не видим. Потом идет красный цвет, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А дальше идет ультрафиолетовый. То есть опять тот спектр, который мы не видим. Причем их множество, этих спектров. Но зачем я вам это показываю? Я думаю, вы уже догадались, так как мы рассматриваем энергоновую структуру крови, вы поняли, что я хотел обратить ваше внимание на эти цвета, чтобы показать другие виды людей. То есть, если раса это белый чистый, то остальные это виды, у них другие энергоновые антенны. Поэтому белый человек, например, это не просто белый на вид, но и внутренний белый. То есть, это 16-канальная энергоновая система, потенциал и приемная антенна души человека. Если человек черный, то это будет 6-канальная система. Как раз они считаются детьми природы. 3 женских канала, 3 мужских. Получается своеобразная пирамидка. Потом идут красные. Там 4 женских канала и 5 мужских. Образуется 9-канальная система. Тоже более-менее устойчивая. И потом идут уже желтые. Они как раз дети дракона. У них как раз эта энергоновая система близка к крови рептилий. Там 6 мужских каналов, 6 женских. Это нужно понимать, потому что люди не просто отличаются там, группами крови, или внешним видом, или генетикой. Главное – это потенциал души. Это не значит, что он полностью вами используется в реальном мире, но он у вас есть. Это все равно, что вы там 100-метровку можете пробежать за 12 секунд, и так бы могли двигаться постоянно, но вы же так не двигаетесь. То есть вы живете совершенно другим темпом, совершенно другим потенциалом, но он у вас есть. Тем более, когда вы его не используете, не развиваете, то он сокращается. Поэтому я хочу сразу ответить, например, на этот
не совсем мудрый вопрос, а кто лучше там, черный человек с 6 каналами или белый с 16? Лучше тот, кто лучше использует свой потенциал. Если есть, например, человек с черной кожей, у которого 6 потенциальных энергоканалов, он, например, использует всего-то 5, но это ему позволяет развиваться. Он, например, работает врачом, у него, например, 4 детей, то есть он породил, вернул долг своему роду, дал возможность продолжению своего рода, и он использует всего-то 5 энергоканалов. С другой стороны, есть белый человек, у которого потенциал 16 энергоканалов, при этом он не вылезает из запоя, никаких детей у него нет и не будет, поэтому вы сами можете решить, кто лучше, а кто хуже. Лучше у того, у кого меньше потенциал души, но он его использует на полную, дает возможность продолжению именно своего рода. Или, например, белый человек, у которого огромный потенциал, при этом он является, мягко говоря, неиспользуемым и деградирующим, и не дает продолжения своему же роду продолжить земной путь. То есть лучше тот, кто использует максимально свой потенциал и дает продолжение своему роду. То есть именно своей это энергоновой структуре крови, энергоновой структуре души. Вот кто лучше. Поэтому, если у вас большой энергетический потенциал, а вы его не используете, это как раз накладывает на вас ответственность. Еще намного больше, что вы могли бы сделать больше, чем другие, а вы этого не делаете. То есть ответственность намного больше на вас. Если более подробно рассмотреть эти энергоновые структуры, то мы увидим, что генофонд в основном передается по отцу для черных и для красных и для желтых. Ну, а для белых уже срабатывает двойная функция. То есть генофонд передается-то по отцу, но может добавляться и от матери, так как система полная. То есть, в принципе, отец может призвать душу, в том числе из материнского рода. Но самое интересное, это система серые. Как вы понимаете, здесь не все представлены, здесь нет зеленых, голубых и фиолетовых. Если будет много лайков на это видео, вы поддержите, мы рассмотрим дальше, как работает эта система, потому что без них не будет полноты картины. Также хотелось обратить ваше внимание, что на всех представленных выше, то есть и на желтокожих, и на чернокожих, и на краснокожих, и на белых людей распространяются одинаковые правила по генетической передаче информации. В принципе, от каждой женщины идет X-хромосома, от каждого мужчины может идти или X, или Y-хромосома. То есть это справедливо, в принципе, для всех. В том числе и справедливо для всех, что у нас основа крови железо. Если на нее посмотреть под микроскопом, то мы увидим, что это либо звезда Лады, либо тот же Алатырь камень, когда вот 8 каналов, то есть 8 мужских или женских. Насколько это справедливо для других видов людей, трудно сказать, но для белого человека это точно справедливо в полной мере. Так что красная кровь на основе железа, в принципе, нас объединяет, что у нас действительно основа крови железа. Для тех, у кого основа крови другая, мы рассмотрим в другие разы, если вам будет интересно. То же самое, что вот такие вот символы, то есть это, например, феррит, это железная основа гемоглобина, в основе феррита железо, а в соединении с кислородом, которое красного цвета получается. То есть вот эти все славянские символы, они, как видите, имеют не только высший смысл, но и глубинный смысл, что в великом, то и в малом. Но я думаю, сейчас возникло множество вопросов, а в первую очередь при смешении разных энергоновых структур крови, разных потенциалов души. Что же получается? Лучше всего это рассмотреть на полуострове Индостан, потому что индусы — это смесь как раз черных плюс желтых, то есть получился устойчивый энергоканал, из которых 3 женских и 6 мужских. То есть 6 мужских дали желтые, 3 дали женские, то есть именно сами черные. И что же тогда получается? Тогда получается, почему у них жесткая кастовая система становится понятной. Потому что так называемые шудры, прислуга и рабочие, именно они имеют потенциал души 9 энергонов. А вот уже 3 высших касты, они из-за смешения, из-за того, что потом туда пришли еще белые люди, а как понятно, это пришло войско, пришло оно туда не просто так, а для того, чтобы прекратились человеческие жертвоприношения. Там же был развит культ Калима, то есть черной матери, который требовал множества человеческих жертвоприношений. Они туда пришли как раз для того, чтобы это остановить, для того, чтобы поднять уровень этих народов. А оставшись там, они, конечно, вынуждены были смешиваться с
местным населением, и из-за этого образовались эти 3 высших касты, так как были только в основном воины с нашей стороны, 8 энергонов шло от белого человека, а минимум это 3 энергона от индуса. Получалось 11, то есть 11 энергонов, то есть это и были вайши, то есть торговцы, скотоводы, земледельцы получились. Кваштри, они же воины, то есть там шло смешение 8 энергоканалов белого человека плюс 6 от индуса, получалось 14. То есть они более талантливы по своему потенциалу души. И они же с таким же потенциалом души получались и брахманы, то есть священнослужители, потому что армии всегда сопровождали священнослужители, как раз которые обеспечивали и разведку определенную, и обеспечение в том числе и магическое, и в том числе и медицинское. То есть образовались брахманы. То есть именно поэтому эта жесткая кастовая система в Индии сохраняется. Мы пока не будем трогать неприкасаемых, потому что они как раз или нарушили эту систему, или они принадлежат к другой системе, которую вы знаете как серые, они же голубые, или зеленые, или фиолетовые. Там очень много тонкостей, поэтому если захотите, рассмотрим в следующий раз. Но именно это дает понять, почему же там запрещено смешивание этих каст. Потому что при дальнейшем смешении потенциал души будет уменьшаться. И в итоге все как раз будут похожи на шудру. То есть опять они вернутся к 9-энергоновой системе каналов, к своей изначальной. Поэтому для того, чтобы сохранить этот потенциал и чтобы все население пребывало как бы на высоком уровне развития, то есть приходили высшие светлые души, которые могли бы всех вытаскивать на новый уровень, как раз и сохраняется именно жесткая кастовая система. Но здесь есть еще один нюанс. Нюанс есть в чем? Среди высших этих каст сохранились уроды. Есть уроды. Что значит урод? То есть уроды это те, кто урода, близок к роду. Те, у которых 16 энергоканалов. Но они ограничены, конечно, местной генетикой. Потому что потенциал души у них сохраняется 16 энергоканалов, но они не могут его реализовать, потому что их ограничивает генетика, полученная от той же матери. А кто такие уроды? Для понимания. У белого человека есть такое понятие, как мощь генофонда. Несет первый ребенок мужского пола. Он первый от линейки рода, поэтому он урод. Урод тот, кто стоит у рода, то есть тот, кто является неотъемлемой частью рода и наделен его мощью. Именно поэтому всем известна пословица «в семье не без урода». На самом деле означает то, что в любой семье есть всегда первородный ребенок, первенец, только мужского пола. А не тот, что в каждой семье по-любому родится какое-то там недоразвитое существо. То есть из-за того, что мы живем во времена извращения, то есть извращенцы ничего не могут придумать, но могут извратить. Поэтому урод превратился в что-то негативное, а наоборот юрод – это тот, кто выпал за пределы круга, то есть имеющий связь, но живущий своей структурой. То есть для нас, например, индусы, они юроды, потому что они вне нашего рода, хотя как-то мы с ними и связаны. Поэтому они не живут по законам нашего рода, у них свой род. И, кстати, такие имена, как Юра и Юля, я бы не рекомендовал давать, потому что это как раз показатель того, что они идут отдельно от нашего рода. Именно из-за этого фонетического созвучия слов произошла в итоге подмена понятий. Красота, урод, то есть врода иногда называют, превратилась в антипод, а изгой юродивый начал почитаться святым. То есть, во времена извращения живем, красивое стало некрасивым, добро стало злом, поэтому наша задача поставить все на место, то есть перевернуть все с головы на ноги поставить, чтобы люди понимали первоисточники всей этой информации, могли ее использовать. Напоминаю, что как раз долг перед родом, он заключается не просто породить 2 мальчиков и 2 девочек для воплощения душ из рода отца и матери, а для того, чтобы они полностью соответствовали и потенциалу души, и генетической наследственности, чтобы их это не ограничивало. Иначе это придется выгребать 7 поколениям рода минимум. То есть любую такую ошибку можно исправлять 7 поколений. То есть вот цена этой ошибки. Цена ошибки того, что человек считает, что я вот здесь один, прошлого не было, будущее какое будет, вот я один, мое тело принадлежит мне. Ничего подобного.
И руки, и ноги. Ноги – это наше прошлое, руки – будущее. Само тело одухотворено душой, пришедшей из рода. Поэтому человек – это общая система. Вы, если будете одни, то вы как бы должно остаться тело без души. То есть фактически овощ или биоробот. Именно поэтому первейшей ценностью для человека прошлого всегда был род. То есть его род, его структура крови, энергоновая структура, генетическая структура. А потом уже шли природа, на природе, родина, народ, то есть множество наших родов. Еще раз объясняю на наглядном примере. Вот вам душа с двумя энергоканалами. А вот как раз душа, которая имеет 4 энергоканала. То есть это как бы куда может вселиться душа с 4 энергоканалами? Может она вселиться в душу с 2? Нет, только с 4. То есть если у человека рождается ребенок, например, с меньшим потенциалом души, то человек уже в эту душу, его родственники уже не смогут вселиться. Именно поэтому и следили за чистотой рода, за чистотой духа и крови, для того, чтобы было продолжение своего рода, а не каких-то чужих. И это понятно, что деградация по энергоновому признаку. Хотя человек сейчас их и не использует все, но это ж не значит, что эти энергоны нужно другим поколениям не передавать, этот потенциал души. И тогда уже другая получается антенна приемная. И ваши души из вашего рода уже в нее не вселятся. Это нужно подробно более разбирать. Сейчас я вам просто хочу напомнить, что именно межвидовые гибриды, например, лошади и осла, они получаются бесплодны. То же самое мы будем наблюдать и в человеке, только это произойдет не на первом поколении, а на втором, третьем. То есть именно смешение различных генетических ветвей, антенн иногда может приводить к устойчивой системе, но уже эта система в другом поколении, то есть гибридизация второго поколения уже у человека, может приводить к неустойчивым структурам. Именно поэтому в нашем современном мире мы видим увеличение бесплодия среди женщин. То есть все ссылки на материал, как всегда, в описании. Там основная причина этого, что это уже пошли гибриды второго, третьего и других поколений. То есть у них уже эта структура является неустойчивой, но это рассматривать нужно более подробно, и то только после того, как мы рассмотрим остальные структуры, которые живут сейчас на Земле. Потому что это только часть структур, мы только легко это затронули. Давайте сделаем выводы, потому что главной тайной крови человека является ее энергоновая структура, полученная от души и родовых линий предков. Сам энергон – это система образа, поэтому энергоновая система крови – это то, что передает образную структуру живого существа, то есть не только человека, но дерева, животного и так далее, и она у каждого своя. То есть несет образную информацию. Энергон одновременно является и каналом связи, антенной уникальной формы рода, он же образ, она же голограмма, го – небесное движение, лю – людского образа, грамм, то есть минимальная единица материи. Поэтому у каждого рода своя энергоновая структура души. У белого человека потенциал души в 16 энергонов, 8 из которых мужских отец и 8 женских мать. При этом у белого человека мощь генофонда несет первый ребенок мужского пола, он же урод. Урод тот, что стоит у рода, то есть тот, кто является неотъемлемой частью рода и наделен его мощью. Известная всем пословица «в семье не без урода» на самом деле означает то, что в любой семье всегда есть первородный ребенок, первенец мужского пола. А юрод, наоборот, это выпавший за пределы круга, имеющий связь, но живущий своей структурой. То есть живет не по законам вашего рода, он принадлежит просто к другому уже какому-то роду. То есть я бы поостерегся называть людей именами Юра и Юля, потому что именно они говорят, что эти люди не несут информацию вашего рода. Именно из-за фонетического созвучия слов произошла элементарная подмена понятий. То есть красота, мощь, урод превратился в свой антипод. То есть времена извращенцев извратили просто. А изгой юродивый начал почитаться святым. Смешение людей с разными структурами души дает появление гибридных форм энергоновых структур. Гибридные структуры энергонов приводят к появлению новых народов, то есть появлению юродивых, но относительно того рода, что был до этого. Гибридные формы человека склонны к бесплодию, и появление людей с неизлечимыми генетическими заболеваниями тоже является этим источником. То есть именно смешение, появление неустойчивых структур.
Именно поэтому в природе многие гибриды животных, полученные искусственным путем, фактически бесплодны. Потому что даже животные прекрасно понимают, что есть род. И их род, если не соответствует другому роду, они просто не смешиваются. Хоть и кошки похожи на собак, но они же не смешиваются между собой. То же самое, что львы и тигры. Они тоже не будут смешиваться между собой, потому что у них разные рода. То есть это энергоновая структура приема информации из высших сфер. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку «Еще» нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.